Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. В предыдущих видео мы начали создавать погодную станцию, но дальнейшие улучшения были невозможны из-за недостатка компонентов. На сервисе GLC PCB я заказал изготовление печатной платы. Эта печатная плата будет базовой, и на ней будет строиться вся погодная станция. Я наконец-то получил мой заказ и очень доволен их качеством. Ух ты, это что, изолента в подарок? Прикольно. Ребята, черные платы это вообще супер. Выглядят потрясающе. Ребята, черные платы вы попробуйте. Это действительно классно. Вы не представляете, какой у меня восторг. Ладно, ребята, это базовая плата, на которой будет строиться вся погодная станция. Мы дальше будем с ней работать, дальше будем собирать и посмотрим, как эта базовая станция будет работать. А также я сделаю розыгрыш. Не пропускайте новые видео, потому что эти платы я разыграю в одном из следующих видео. Условия розыгрыша вы прочитаете в описании под видео, чтобы обязательно поучаствовать и не пропустить. Но платы получились вообще супер. Приступим к сборке. А спонсором сегодняшнего видео будет компания GLC PCB. Именно с их помощью я смог изготовить печатные платы. Эта компания имеет многолетний стаж и делает действительно классные платы. У меня здесь уже лежит горка компонентов, и мне не терпится собрать эту плату и хотя бы частично ее проверить. Давайте сейчас обратимся к схеме, посмотрим, что там и как. Итак, у нас здесь VMOS D1 Mini Pro, и рядышком будет стоять Data Logger Shield для логирования данных. Также будут два датчика для измерения скорости и направления ветра, конденсаторы, светодиоды для индикации работы устройства, один для индикации питания, второй индикации включения, что устройство включено. Внешняя EEPROM, внешние датчики, о которых мы поговорим позже, два расширителя портов, потому что у VMOS D1 Mini Pro пинов мало, и управлять, конечно, всей электроникой ESP8266 не сможет. Поэтому я использую два расширителя портов, но о них тоже поговорим позже немножко. Эти оптопары предназначены для определения направления ветра. Дальше коннекторы подключения аккумулятора и солнечные панели. Аккумулятор будет стоять литий-феррум-полимерный, вот такого типа, точнее говоря, их будет стоять 4 аккумулятора. Зарядное устройство для аккумуляторов, выключатель, два шунта. Шунты нужны для определения силы тока. Силу тока я буду определять при помощи ADS 1015, но можно поставить 1115, тогда будет более точное определение силы тока заряда и силы тока разряда. И также делители нужны для всех определений, для всех расчетов. В схеме использованы два стабилизатора, один на 3,3 вольта, второй на 5 вольт. Я использую TPS 63020, потому что это неплохая микросхема, имеющая хорошие характеристики, тем более она понижающая, повышающая и может выдавать до 2 ампер. Нужно именно такой понижающий, повышающий модуль, потому что эти аккумуляторы имеют рабочее напряжение от 2,5 до 3,6 вольт. Соответственно, для того, чтобы получить 3,3 вольта, нужно напряжение как повышать, так и понижать. Поэтому я использовал этот стабилизатор. Сейчас мы приступим к сборке и будем устанавливать компоненты. Но мы сейчас не будем полностью все собирать, потому что это довольно много работы, и видео затянется на целый час, объяснять, что, где и как работает. Сегодня мы соберем систему управления питанием, соберем стабилизатор на 3,3 вольта, также управление питанием, шунты, выключатели, зарядное устройство подключим, установим MCP 23017, потому что через нее идет управление питанием, поддержка питания. То есть, если устройство включено, то тогда через MCP подается сигнал на включение, то есть Power On. Вот сюда она подается на стабилизатор, и тогда стабилизатор включен, без нее не будет работать. Ну и соответственно установим в конце VMOS D1 Mini Pro и Data Logger Shield, чтобы убедиться, что все работает. Здесь распаян преобразователь напряжения на 3,3 вольта, два гнезда для подключения аккумулятора и солнечной панели, некоторые резисторы я впаял, хотя вот эта часть и вот эти резисторы можно было бы и не впаивать. Для теста это не обязательно. Сейчас главное проверить, что вся схема правильно спаяна и правильно собрана. Я больше ничего другого не подсоединял, потому что если пойдет напряжение выше, чем 3,3 вольта, то может что-нибудь сгореть. Будем тестировать так, без подключенных устройств. Итак, друзья, сейчас момент истины. Проверяем
выйдет ли волшебный дым, без которого ничто не будет работать, или же все будет нормально. Так, пока что все нормально. И загорается светодиод, сигнализирует о подаче питания. Давайте теперь проверим при помощи тестера, какое же напряжение у нас появляется. Должно быть 3,3 вольта. Так, питание, ground и 3,27. Отлично, можно дальше собирать. Красный светодиод сигнализирует о наличии питания. Здесь синий светодиод или зеленый, уже не помню, какой сюда впаивал, будет говорить о том, что устройство включено. Отлично. Теперь собираем дальше и можно проверять в работе. Большинство компонентов установлены, и сейчас можно посмотреть на результат. Сюда устанавливается расширитель портов. Здесь гнездо для подключения внешних устройств по I2C. Сюда подключается внешний АЦП ADS 1015, и сюда ESP8266 и даталогер. С обратной стороны стоит зарядное устройство TP5000. Давайте сейчас попробуем протестировать, будет ли идти зарядка. Заряд аккумулятора должен идти независимо от включения устройства, то есть достаточно подключить солнечную панель, должен пойти заряд аккумулятора. Так, теперь подключаем панель. Обязательно подключаем правильно, не путаем полярность, чтобы ничего не спалить. Подключаем отрицательный провод. И плюсом можно просто дотронуться. О, видите, как раз загорелся красный светодиод, значит идет заряд аккумулятора от этой панели. Панель, конечно, сейчас очень мало улавливает, потому что все-таки света от лампы для нее мало. Но тем не менее заряд идет, а значит все работает. И теперь можно собирать полностью все устройство и тестировать. Это отлично, ребята. Все работает. Выглядит это идеально. TP5000 я немножко модифицировал, добавил еще один резистор на 0,1 Ома для увеличения силы тока. Также зарядное устройство TP5000 настроено на заряд аккумуляторов литий-феррум полимерных. Друзья, пришло время посмотреть, что же стало с нашей погодной станцией. Я ее снял, я не стал показывать, что там на улице было, потому что уже неделю идет дождь, и мне там не сильно хочется по грязи лазить и все это записывать. Но, тем не менее, вот погодная станция, с нее солнечную панель я снял, и перед этим я показывал, как ее подключал. Что у нас внутри? Ну, если не считать, чуть-чуть паутинка тут есть. Пару паучков завелось, то все очень красиво. Так, снимаем нашу ESP8266, потому что именно ее мы будем ставить на новую базовую станцию. О, смотрите, а там паук жил, какая мерзость. Снимаем также даталогер, он нам тоже пригодится. Все остальное нам нужно все это убрать, все здесь нужно поубирать, потому что мы будем полностью менять все. Что у нас с электроникой? Это нам не нужно, это нам тоже не нужно. Аккумулятор, как видите, в нормальном состоянии, не вздулся, хотя он проработал уже немало месяцев на улице. Если не считать мелкой пыли, которой он оброс, то все отлично. Здесь внутри тоже вон немножко видно пыль есть, потому что ветер есть ветер. Ветер пыль задувает. Так, теперь возвращаемся к нашим ESP8266 и даталогеру и ставим все на место. Итак, здесь практически все собрано. Установлен расширитель портов, установлен VMAS D1 Mini Pro, даталогер Shield, распаян стабилизатор напряжения, коннекторы и подключен датчик температуры и влажности. Пока что это все не работает, не включено. Подключена батарея. Так, выключатель включен. Нажимаем на кнопку и должно у нас все заработать. Есть, заработало. Красный светодиод говорит о наличии питания, и зеленый о том, что аппарат включился и аппарат работает. Можно ради проверки посмотреть вот часы, которые я делал, а также на Cloud MQTT WebSocket посмотреть, передаются ли какие-то данные с этой погодной станции. Сейчас подождем минуту, потому что данные передаются один раз в минуту. Итак, WebSocket получил данные, то есть Cloud MQTT получил данные по разным топикам. Напряжение на аккумуляторе 3,28 вольта, дата, время,
температура и влажность, это у нас все пришло на WebSocket, то есть CloudMQTT это все получил. Вот и обновились часы, то есть данные, которые были переданы, они тоже сюда пришли. И все работает. Я не устанавливал внешний АЦП. Сейчас я просто по-быстрому собрал, подключил провод для измерения напряжения на аккумуляторе. Здесь я не расплавил питание для расширителя портов этого. Но тем не менее это работает, и все данные передаются, и работает так, как нужно. Сейчас попробуем выключить. Нажимаю на кнопку. Зеленый светодиод погас, можно кнопку отпускать, и все, выключилось. Теперь напряжение не потребляется. Точно так же можно сейчас подключить сюда солнечную панель, все будет заряжаться. Отлично, все работает. Заглянем немножко в скетч. Там изменения минимальные. Подключается библиотека для работы с MCP 23.0.17. Объявляется класс MCP. А дальше объявляются пины, к которым на MCP подключены какие-то датчики или сенсоры. То есть, например, к 11 подключен светодиод, с 9 пина идет управление включением стабилизатора напряжения, а 10 пин определяет нажатие на кнопку. В основном в скетче практически ничего не поменялось, разве что вместо стандартного pin-мод идет MCP pin-мод, и в сетап добавился begin для MCP. То есть, например, здесь включение светодиода и включение питания и так далее в скетче. В основном дальше, в принципе, практически ничего не поменялось. Скетч остался тот же самый. Ну а в следующих видео мы будем рассматривать более новые модификации. И еще некоторые платы и даже, может быть, некоторые комплекты я разыграю среди подписчиков. Все условия для участия в розыгрыше вы найдете в описании под видео. Друзья, а теперь наступило время произвести обещанный розыгрыш. И сегодня мы с вами будем разыгрывать платы для сборки тестера литий-ионных аккумуляторов. Всего в розыгрыше будут участвовать 5 плат. Одна плата будет частично собранная, а остальные будут иметь некоторую комплектацию. Вообще комплектация будет зависеть от того, какие компоненты у меня будут в наличии и какие я смогу вам выслать. Но так или иначе, приступаем. Итак, вставляем ссылку на видео, вы же помните условия. Поехали! А смысл использовать Arduino IDE для STM32 не проще KLU Vision 5? Ну, смысла использовать Arduino точно нету. Лучше использовать другую среду разработки для STM32. Но переходить сразу на Kale это не лучший вариант. Ну, не самый простой вариант. Так, но ты не написал, что хочешь участвовать. Ой, так, ну да, подделок и браков, конечно, много бывает. Так, SkyMax, тоже не то. Геннадий Губарев, поздравляю тебя, ты выиграл вот эту плату, которая частично собрана. Пожалуйста, напиши в комментарии или как-то свяжись со мной, через email, может быть, чтобы ты мог получить эту плату. Итак, ищем следующего участника. По доставке. Доставка бывает разная, и стоимость разная в зависимости от того, какую службу доставки выбрать. Я выбираю DHL, доставляю за несколько дней, и цена около $30 за доставку. Я за месяц получил, ну да, в зависимости от того, какая служба доставки. По переменным, но там скорее всего проблема в том, что я какую-то из переменных неправильно прописал, и она память затирает. Ссылку я уже подправил на Atomy. Ну, интересная среда разработки, точнее говоря, интересный редактор, но мне не сильно нравится. Резисторы надо было брать по 5 Вт. Надо было, я их заказал 3 месяца назад, они мне до сих пор идут. Заказывать повторные, наверное, второй раз закажу. До сих пор не пришли. Так, ладно, идем, ищем. Ну, следующий победитель. Александр Лозинский, я тебя поздравляю, ты выиграл плату для сборки тестера, и может быть будет какая-то комплектация. Так что обязательно напиши в комментарии, свяжись со мной. Следующий победитель Владимир М. Я тебя тоже поздравляю, обязательно напиши, отпишись, ты тоже выиграл плату для сборки. Да, иногда бывают, вылазят какие-то ошибки, и найти проблему, в чем проблема, очень сложно. Василий Скрябин, также тебя поздравляю, ты тоже выиграл плату для самостоятельной сборки, и может быть будет какая-то комплектация к ней.
Андрей Чалый, я тебя также поздравляю, ты также выиграл плату для сборки. К ним будет некоторая комплектация к этим платам. О комплектации я уже буду смотреть в зависимости от того, какие у меня есть компоненты. Также в будущем видео я разыграю несколько плат от погодной станции, также для самостоятельной сборки. Так что не пропускайте новые видео, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать. Всех же, кто выиграл в этом видео, я поздравляю. Обязательно отпишитесь в комментариях или напишите мне на e-mail. Мой e-mail вы можете найти в разделе о канале. И напишите мне, чтобы я мог вам выслать, и вы могли собрать себе какое-то интересное устройство. В целом платы очень хорошего качества, и мне понравилось их собирать и делать модификацию погодной станции. Поэтому не пропускайте новые видео, в которых вы можете поучаствовать в розыгрыше и выиграть одну из таких плат. Но если вы хотите сами заказать себе такую плату или какую-то либо другую, то вы можете воспользоваться сервисом GLC PCB. Они действительно делают классные платы. Ну а погодная станция отправляется на свое законное место для продолжения работы и ожидания новых модификаций. Так что не пропускайте новые видео.